Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. Ну и так как скоро мы с вами увидим новых героев, данное видео будет посвящено обзору и тесту одного из новых героев. И имя ей Изабель Первородный Грех. Рассмотрим с вами, что это за героиня, что она умеет и куда потенциально сможет зайти. Постараемся ее оценить, ну и также решить для себя, стоит ее ждать или нет. Присаживайся поудобнее, обязательно поставь лайк прямым, начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatov.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. High in the mantle of heaven, you believed yourselves gods. Yet your wings, faith, pride, all towers built on fragile lies. You will be locked inside as they fall! Это просто охуенно. Ну что, земляне, мультик посмотрели, достаточно внушительно, пахнет вайбами Диабло. В общем, вот она, Изабель Первородный Грех. Это у нас внезапно стрелок, да, с пробивающим типом уроном. Честно говоря, во время тестов я задавался вопросом, а в каком месте вот она стрелок. Да, я не спорю, у нее, как у Саргака, есть копье. Но вроде бы, честно говоря, она вообще не стреляет. Ну да ладно, выглядит сногсшибательно, вообще красоточка. Очень люблю такую вот тематику, там рога и так далее. Очень похоже, знаете, как будто бы похоть с Ингрид в каком-то месте с кем-то слились. И вот получилась у нас Изабель. Это у нас Лорд Хаоса. Да, круто, классно. У нас будет еще один новый Лорд Хаоса. Это всегда круто, приятно. И посмотрите на эту базовую атаку. That's quite big. Impressive. Здесь у нас получается 7 клеточек перед собой, ну и ее личная, то есть 8 клеток. Жестко. Специализация у нее массовая физическая атака, то есть будет наносить физический урон у нас героиня. Увеличение дальности, пробивание защиты и противовоздушный урон. Вау, круто, классно. Блок у нее 2 единицы, что-то будет блокировать, не знаю, что-то, как это стрелок. Стоимость 16 и время повторного размещения 60 секунд. Полетели, посмотрим подробности героини. Нажимаем максимальный уровень. Ничего в базовой атаке не поменялось. Слава богу, и так достаточно на самом деле. Смотрим базовые характеристики. Здоровье 11 тысяч. Достаточно нормально. Атака 4992, что тоже является для стрелка достаточно приемлемым и хорошим. С вами посмотрим. Честно говоря, до сих пор даже не представляю, с кем ее можно сравнивать. Хорошо, смотрим. Сопротивление магии у нее 888, защита 597, стоимость, блоки и повторное размещение мы с вами смотрели. Интервалка. Интервалка 5 секунд. Скорость атаки сотка, шанс крита по нолям, крит урон 150%, эффект исцеления по нолям, восстановление ярости тоже по нолям, автовосстановление ярости 12, заниженное, то есть, ну, на самом деле это очень низкий показатель, 12. Восстановление ярости при нанесении базовых атак 9 и восстановление ярости при получении урона 7.
Вот по поводу вот этой вот графы мы с вами еще пообщаемся, потому что здесь есть огромная куча нюансов. Ну да ладно, давайте смотреть. Это у нее массовая физическая атака. То есть это у нас массовый стрелок, я так понимаю, нужно сравнивать с какой-нибудь Никсой, с Ван Хельсингом. Да, вот видите, массовая физическая атака. Давайте посмотрим. 11100. Окей, в пределах нормы, но посмотрите, у нее на 1000 атаки больше, чем у Ван Хельсинга. Окей, хорошо. А Ван Хельсинг за счет казни достаточно полезный такой перец. Давайте Розака посмотрим. Да, хоть и герой старенький, но 4000 и 11164. То есть у Розака тоже меньше. Давайте посмотрим. Нет, Пелагия мы смотреть не будем. Давайте посмотрим Никсу. Никсаун 4000, также 11800. То есть мы понимаем, что у нас очень даже неплохие базовые характеристики у Изабель. Но оно и понятно. Она ведь лорд. А, честно говоря, я даже не знаю, с каким лордом можно ее сравнить. Так как Изабель у нас лорд-стрелок, давайте сравним с Йоваром. Хоть и Йовар у нас соло-лучник, но как будто бы, ну, просто посмотреть, насколько кого что обделили. Вот, 4200 и достаточно нехилая такая база здоровья. По атаке Изабелька чувствует себя очень даже хорошо. Это прям приятно, что все-таки накинули ей достаточно такие базовые характеристики, да, хорошие. Поэтому давайте уже переходить к ее навыкам. Ознакомление с навыками начинаем, как всегда, с таланта. Читаем. Носитель эффекта Семена Злобы будет немедленно казнен. Хорошо, что такое Семена Злобы, чтобы понимать? Наносит 40% физического урона по одной цели в секунду и удваивается против юнитов в воздухе. То есть мы понимаем, что юниты в воздухе будут получать 80% физического урона. И накладывает 25% эффекта уязвимости к физическому урону на 3 секунды. На поле боя может находиться несколько до 3 эффектов Семена Злобы. Хорошо, то есть казнить она будет, если ОЗ врага будет падать ниже 15% максимального ОЗ, да, и казнь не действует на элиту и боссов. Когда он умирает или время действия эффекта Семена Злобы заканчивается, наносит 200% массового урона врагам, 5 врагам в радиусе 1,5 плитки вокруг носителя. Наносит двойной урон юнитам в воздухе. Если после его смерти вокруг нет врагов, немедленно накладывает эффект Семена Злобы на вражеские цели на поле. То есть мы понимаем, что если вот в радиусе 1,5 плиток никого не будет во время смерти вот от эффекта Семена Злобы, да, то просто она накинет Семена Злобы на какую-то вражескую цель на поле в радиусе ее базовой атаки. То есть здесь в принципе все предельно понятно, давайте двигаться дальше. Базовая атака. Накладывает на героя эффект иссушения ОЗ. То есть напоминаю, что иссушение ОЗ это вот она сама себя, грубо говоря, дамажит. Равные 10% от текущих ОЗ и накладывает эффект Семена Злобы. То есть мы понимаем, что это у нас Семена Злобы это талант. И вот базовая атака ее, она связана с талантом. На вражеские цели, одну цель в пределах дальности, отдавая приоритет юнитам в воздухе. Не может наложить эффект Семена Злобы на цели, уже находящиеся под действием эффекта. Хорошо, теперь мы вспоминаем, что у данной героини есть приписка, да, массовая физическая атака, но Семена Злобы бьют одну цель, то есть она кидает Семена Злобы на 3 цели, и, ну, честно сказать, что вот именно базовая атака к массовой никакого отношения не имеет. Хорошо, окей. Давайте смотреть дальше. И еще такая небольшая ремарка на всякий случай. Семена Злобы не являются базовой атакой. То есть у нее базовая атака привязана к таланту. Даже видите, в таланте не написано, что это базовая атака. И разработчики также дали официальный ответ, что сама по себе Изабель базовых атак не наносит. Это держим в уме. Пассивка «Сосуд скорби». Если базовая атака не может наложить эффект Семена Злобы, взамен восстанавливает герою 9% ярости. То есть это у нас работает так. К примеру, мы на каком-то боссе дамажим его, она накладывает на него Семена Злобы и больше наложить уже ни на кого ничего не может, потому что есть приписка, что на одного таргета может быть наложено только одно семя злобы. Да? Поэтому она вместо этого регенит себе ярку, как вы сейчас видите на ваших экранах. Хорошо, здесь все предельно просто, поехали дальше. Нечестивая жертва, это вторая пассивка, когда союзный герой использует свою суперспособность, накладывает на него эффект иссушения ОЗ, равный 20
25% от его текущих ОЗ и уменьшает интервал атаки Изабель на 25%, ведь мы с вами помним, что у нее ее базовая интервалка 5 секунд, и вот как раз таки за счет этой пассивки она себе еще ее будет снижать на 10 секунд на 25%. Эффект складывается до 2 раз, и этот эффект не может сработать более одного раза каждые 20 секунд для каждого союзного героя. То есть мы, к примеру, ультанули одним героем, ультанули вторым героем, застакали ей 2 раза по 25, то есть 50% снизили ей интервалку. И чтобы мы опять активировали эту пассивку, должно пройти 20 секунд и именно теми же героями. Ну, думаю, тут в принципе все понятно. Хорошо, давайте смотреть ее пассивку, третью. Стоимость на арене снижена на 3. То есть мы понимаем, что вместо 16 она будет стоить 13 единиц на арене. Это достаточно круто, спасибо, вау. И у нее также есть навык связи пассивный с героем Кайнаном. Вот, смотрим, чрево погибели. То есть мы получаем Кайнана, чтобы разблокировать следующий эффект. Повышает порог казни эффекта семена злобы и суперспособности на 5%. То есть вместо 15 будет 20%. ОЗ, и она казнит цели, которые не являются элитой или боссами. А также увеличивает урон по юнитам в воздухе на 15%. Вот, если мы будем использовать героиню там, где есть воздушные цели, да и в принципе казнь, то данная пассивка обязательно к разблокировке. Поэтому копите крутки, мы примерно понимаем, что Кайнан у нас будет лимиткой, по идее его получат все, кто захалдит себе 200 круточек, поэтому копим и ждем Кайнана и Изабель. С Кайнаном потом там еще познакомимся, да, в следующем ролике. Ну и теперь давайте знакомиться с ультой. То есть это у нас возмездие бездны, как вы видите, радиус ульты такой же, как и радиус базовой атаки, применяется вручную. 700 единиц ярости сама по себе ульта стоит, 500 ярости начальные при выставлении и анимация каста 3 секунды. Накладывает на героя эффект иссушения ОЗ, равный 50% от ее текущего ОЗ, фиксируется на 2 вражеских целях в пределах дальности и всех носителях эффекта семена злобы. То есть мы понимаем, что если у вас во время каста ульты будет на 3 максимальных целях семена злобы, то у вас 5 целей получат вот как раз таки фокус вот этот, который нас сфокусируется на них, да. Накладывает на них эффект состояния обездвиживания, то есть мы видим обездвиживание, просто не может двигаться, да, на 3 секунды. При этом наносит 300% массового урона зафиксированным целям и вражеским целям 4 в радиусе 1,5 плиток от них, снимая с них все эффекты семена злобы и казня врагов, чьи ОЗ ниже 20%. И мы с вами помним, что Кайнан дает нам пассивную связь, и это будет 25% порог казни. Казнь не действует на элиту и боссов, наносит двойной урон юнитам в воздухе. Ну, здесь на самом деле все предельно просто. Героиня вообще простейшая, как пробка, то есть ничего сложного. Мы регеним ярку, если одна цель, больше некуда семена повесить. Дальше мы снижаем себе интервалку, если кто-то из наших союзников ультует, она кидает на них иссушение, начинает бить быстрее, вернее накладывать свои семена вот этой скорби быстрее, злобы, да. То есть казнит врагов, с ульты дает обездвиживание, также казнит врагов, и все. Большой радиус базовой атаки и ультимативной способности. Ну и плюсом давайте теперь смотреть, что же у нее за навык лорда. Смотрим, мощь хаоса 4, то есть первый пункт повышает базовые характеристики на 15%, как и все легендарные лорды. Увеличивает урон и пробивание представителей фракции в команде в зависимости от потерянных ими ОЗ. То есть 60% урона и 20% пробоя, если ОЗ 30% и ниже. И то есть мы понимаем, что урон у нас будет прыгать туда-сюда, и пробивание будет прыгать туда-сюда, подхилились, задамажились, то есть и в соответствии с таким урон будет меняться. Представители фракции в команде получают 0,5 ярости в секунду, когда их ОЗ ниже 50%, или же 1% ярости в секунду, когда ОЗ ниже 30%. Все. То есть мы понимаем, что она здесь будет своей уникальной, да, присутствием своим уникальным лордовским нам повышать ярость. И важный нюанс, вот это повышение ярости, оно у нас стакается со всеми другими источниками повышения ярости. То есть это залив ярости Эйрлис, залив ярости Эловин, Холлоу и так далее. Потому что
Это вшитое. То есть оно никак не отображается как бонус, просто у вас упало хп, и у вас герои начинают получать по какому-то из вот этих вот диапазонов ярости в секунду. Но смотрите, какая ситуация. Если, к примеру, у Гана здесь у нас есть повышение атаки и защиты, да, когда у вас цели просажены, здесь такого нету. Поэтому просадочка в уроне однозначно под Изабелькой будет. Хорошо, с навыками познакомились, поехали к пробуждениям. Первая пробуда Изабельки говорит о том, что при подрыве эффекта Семена Злобы, если в радиусе 1,5 плиток находится только один враг, взамен наносит 400% урона один раз. Наносит двойной урон юнитам в воздухе. Достаточно сильная пробуда, но ее, так сказать, плюс-минус нужно таймить. И вот это вот условие одного врага, да, то есть это, к примеру, на начальных фазах арены, да, то есть на волнах, там, где, к примеру, 2 стрекозы или еще что-то. Вот там вот это плюс-минус будет работать неплохо. И вот на первой пробуде, первые волны вы однозначно будете отжимать. Во всем остальном контенте, ну, не всегда будет получаться именно соблюдать вот это условие. Просто имейте это в виду. Второе пробуждение. 300 атаки к базе. Ну и, как всегда, усиление идет навыка лорда. Повышает урон представителей фракции в команде на 5% дополнительно. Хорошо, спасибо, круто. Третье пробуждение. После использования суперспособности следующая базовая атака может призвать дополнительные эффекты Семена Злобы. То есть она будет кидать сразу же 2 Семена Злобы вместо одного. Это достаточно сильно на самом деле. Ну а так в целом особо больше ничего данная пробуда не дает. И тут, внимание, четвертое пробуждение. Вот такая вот гора текста, и это самая важная пробуда для данной героини, ну, в целом, для нанесения урона. При подрыве эффекта Семена Злобы игнорирует 30% защиты цели. Суперспособность наносит 200% дополнительного массового урона один раз, если поблизости только один враг, взамен наносит 300% дополнительного урона. Наносит двойной урон юнитам в воздухе. 30% игнора защиты цели — это пипец. Это жесткая пробуда. Урон на 4-й пробуде вырастает колоссально. И вот именно эта пробуда является для нее пауэр-спайком. Потому что, по сути, все, что до 4-й пробуды, и тут первая пригодится, вторая — это чисто нам подбафать всех во фракции, да, ну и себе базовую атаку поднять. Третья пробуда, не сказать, чтобы вау, опционально, да, ну, приятно, но не сказать, чтобы ого, а вот 4-я жесть. И 5-я пробуда, за ней будут гоняться абсолютно все ГВГшеры. Но это не точно. Потому что читаем. Когда герой или союзник в пределах дальности получает смертельный урон, носителя эффекта Семена Злобы на поле боя, за исключением элиты и боссов, умирают вместо него. Это жесть. То есть какая ситуация? То есть, к примеру, ваш какой-то герой получает летальный урон, и он вместо этого не умирает, захиливается, да, то есть тут на 30% своих максимальных ОЗ захиливается, и вместо него умирает любой, кто под Семенами Злобы, ну, кроме элиты и боссов. То есть вы сейчас все это увидели на своих экранах, и смотрите, здесь важный нюанс. Сама Изабель должна смотреть на этого героя, то есть он должен быть в радиусе ее базовой атаки. Если не будет срабатывать, данная пассивка 5-й пробуды не будет. И этот эффект срабатывает до 1 раза каждые 45 секунд. То есть каждые 45 секунд у вас есть, грубо говоря, отсрочка смерти с добиванием противника полностью. Неважно, сколько хп у цели, если ее можно убить, если она не элита или босс, она сдохнет. Это очень сильная пробуда на самом деле. И реально на ГВГ очень жестко будет менять ситуацию в вашу пользу. Или нет? На ваших экранах таблица тестов, как видите, 3 строки у меня здесь выделены красным цветом. Это те сеты, которые на Изабельке вообще не работают. Поэтому мы их просто даже не рассматриваем. Опять же, напомню, что разработчики подтвердили официально, что Изабель базовые атаки не наносит. Поэтому адский рев на ней работать не будет. Ну и аналогии с катаклизмом также. Почему нескончаемый гнев нормально не работает, я не знаю, эта информация, ответ на этот вопрос я не получил, потому что
То есть она там определенное какое-то количество повышения урона за счет критических якобы атак получает, но оно потом почему-то сбрасывается. Так, как это работает, почему оно так работает, я не знаю, но довожу до вашего ведома. Но в целом просто нескончаемый гнев особо никто не использует, поэтому как будто бы чего бы расстраиваться. Здесь смотрите ситуацию. 3 рекомендуемых сета, ну вернее 2 сета, да, и третья его подвид. Магия души и песни ада. То есть, как вы здесь видите, у меня на 45 атаки в магии души больше, чем в песне ада. И магия души нанесла, ну, не сказать, чтобы намного меньше урона, но все-таки меньше. Поэтому рекомендуется носить песни ада. Ульта у нее достаточно дешевая, ультует она быстро, заливку ярости сама даже дает, поэтому с этим проблем никаких нет. Но и с фракционкой хаоситов, если мы будем выполнять условия low хп, да, то есть низкого значения, то вот самый лучший результат, очень сильный дэмэдж наносит именно с фракционкой. Поэтому важно, то есть держать на низком хп и фракционку хаоса. Все, здесь разобрались, смотрите какая ситуация. Так как мы с вами читали, что ее лидерка не дает дополнительных бустов к урону, именно к атаке, к любым характеристикам, кроме восстановления ярости, то, как вы видите, вот у нас был урон 58 миллионов урона, здесь было 3 бежи на атаку. То есть мы даем 2 бежи на атаку, 1 бежу на крит урон упал на 9 лямов. Дали 2 бижутерии на крит урон и 1 на атаку, урон упал еще на 7 лямов. Поэтому здесь по аналогии с Ганом не получится. То есть если вы будете одевать ей 2 бижутерии на атаку, 1 на крит урон, то никакого профита не будет. 3 бежи на атаку. Все, здесь мы подытожили, поехали смотрим. Дальше, также проверил ее эффективность под Ганом в сравнении, да, с ней. И смотрите, под Ганом ситуация получилась... Ну, на 3 миллиона урона она под Ганом нанесла больше. Поэтому это важно иметь в виду. Если хотите от нее больше урона, берем Гана. Если хотим, чтобы герои чаще ультили, и сама Изабелька чаще ультила, то, естественно, берем Изабельку. Хорошо, дальше, как вы видите, ее рост пробуждений. То есть, вот, все на ваших экранах. Можете скринить, что тут комментировать. 5-я пробуда очень даже неплохо так дает буст БС, а 4-я пробуда после 3-й что-то аж как-то смешно. Поэтому скриньте, сохраняйте, не будем заострять здесь внимание, погнали дальше. Эффективность ее пробуждений в целом, да, то есть в сравнении с нулевой пробудой и до 5-й пробуды. Как вы видите, буст с нулевой до 1-й пробуды составил меньше 1%, то есть у нас тут сколько... Если так посчитать, 7000 урона, да, повысилось, но это тестилось все на матрице. Сразу скажу, что ее 1-я пробуда очень хорошо будет работать там, где у вас будет, ну, 1-2 цели максимум. То есть, потому что будет повышенный урон после взрыва, да, и конкретно в одну цель, которая стоит рядом. Если будет больше, работать это никак не будет. Это имейте в виду, вот вам, пожалуйста, если всегда враги стоят рядом, буст вот такой. Хорошо. 3-я, ну и слэш 2-я пробуда, которая повышает урон и дает ей базовую атаку повышенную, да. Здесь у нас уже буст составил почти 14%. То есть 63 ляма урона она нанесла. Достаточно, в принципе, ну неплохо. Это просто из-за того, что она каждый раз после ульты накидывает сразу же 2 метки вместо одной. То есть просто в секунду мы наносим больше урона, да. То есть за один и тот же промежуток времени. Хорошо, дальше. И вот 4-я пробуда. Почти, ну, 34 четких процента, да, почти якобы 35. 84 миллиона. Буст уже на 21 лям поднялся. То есть, как я и говорил, Power Spike у нас здесь как раз таки самый лютый. Ну, как будто бы, а что удивляться? Все герои должны быть пробудозависимыми. То есть, вы выбили героя, это такое. Важно его теперь пробуждать. Поэтому, если хотите от нее какие-то супер жесткие цифры, вот 4-я пробуда даст вам эти цифры. Ну и 5-я пробуда, здесь буст всего лишь почти 11%, 93 794 и 1 миллиона урона. Объясню, почему произошел вообще буст, так как она просто спасает от смерти один раз. Так вот, она спасла себя от смерти и просто постояла дольше. Но это эффект. Пользу он приносит
приносит. Без 5-й пробуды она бы выжила? Нет. Поэтому нельзя как бы исключать тот факт, что она выжила и начала наносить урон, поэтому я ее не убирал и не заканчивал бой. Потому что если не отыгрывать от именно специфики 5-й пробуды, которая защищает от смерти, ну, буста никакого нет абсолютно. Ну и 60, почти 70% буста суммарно от 0 до 5-й пробуды. Ну, как будто бы не сказать, что прям грустно, но героиня однозначно пипец какая пробуда зависимая. Земляне, давайте теперь посмотрим, как на нее влияют артефакты. То есть сравнивались вот такие вот артефакты. Рука Рока, символ жнеца, извлекатель душ, коготь скверны и вечные муки. Да, это ее личный артефакт, я его тоже подсветил, хотя здесь невооруженным глазом видно, что у него якобы урона конкретно для Изабель меньше. Но здесь мы с вами еще пообщаемся. Смотрите ситуацию. Тестировались еще и легендарные артефакты по типу взгляд и дриль и взгляд тени, но, к сожалению, урона они показывают на уровне вот как коготь скверны, извлекатель душ. Да, если у вас нету этих артефактов, вы можете его взять. Я не тестировал фибулу стрелка, хотя она однозначно будет неплохо на нее работать, но будет работать только на ультимативную способность и на взрывы от этих ее меток. Ведь метки наносят соло-таргетный урон, они тикают на каждой цели, ну и фибула стрелка там не работает. Плюсом, если к фибуле стрелка, к самому стрелку кто-то будет подлетать, бонуса никакого нету, поэтому просто я не рекомендую в целом этот артефакт одевать. Рука Рока повышает лучше всего урон конкретно для Изабель, ну если мы хотим, чтобы именно она дамажила. Плюс символ жнеца тоже очень даже неплохо бустит дэмэдж. По поводу когтя скверны, сейчас давайте я вам продемонстрирую один прикол, потому что здесь с ее механиками мы с вами будем, ну, знакомиться, наверное, более пристально, потому что очень много вопросов у меня создалось. Давайте смотрим. Вот, коготь скверны. Читаем. Каждая базовая атака с шансом 15% активирует особый удар. То есть каждая базовая атака. Мы помним, что разработчики дали четкий ответ, что базовая атака на Изабель ее нет, она отсутствует. Давайте посмотрим, что же у нас будет делать коготь скверны. Итак, сейчас мы с вами на клан-боссе, просто будет проще для понимания. Коготь скверны давайте проверим, я на Изабельку одел. Заходим. Если не знаете, как распознаются артефакты, когда они срабатывают, то есть над героем будет загораться индикатор. Поехали, смотрим. То есть мы помним еще раз, что при базовой атаке, да, есть шанс, что артефакт сработает. Сейчас вот мы выставили, якобы загорелся артефакт. Давайте смотреть дальше. То есть, видите, дэмэдж беленький пошел. Это срабатывает коготь скверный. Так вот, вопрос к знатокам. Почему адский рев, катаклизм не стакается на героине? Вообще ничего не срабатывает, да? И урон никак не влияет, не повышается в адском реве, да, относительно той же магии души или песни ада. А вот почему коготь скверны на Изабельке работает? Короче, мунтоны, у меня к вам вопросы. Я вот вообще не знаю, давайте я тут даже поставлю вот так вот, выделю это черным. Я не понимаю, как это работает, почему это вообще так работает, почему адский рев у нас не срабатывает, а коготь скверны на базовую атаку он почему-то вообще срабатывает. И где у нее базовая атака? Повесила метку, все, больше она не бьет. В общем, пишите ваши мысли в комментариях на этот счет. Должно так работать, не должно так работать. Я еще плюсом задам вопрос разработчикам. Если я получу какой-то ответ, то я в телеграм-канале его опубликую. То есть ссылка на мой телеграм-канал в описании. Если будет интересно узнать, что же все-таки разработчики ответили, подписывайтесь. Ну что, давайте теперь итожить билд. То есть самый идеальный вариант это сет песни ада плюс злая месть. Также самым лучшим вариантом будет кольцо выбрать личное хаоситское, да, то есть тоже на атаку обязательно. Все 3 бижутерии мы одеваем на атаку. То есть на крит урон не одевайте. Если вы проходите какой-то прям энд-контент, то нужно одевать атаку, потому что лидерка ее не дает дополнительного буста к урону, а только залив ярости. Дальше, если она вам выпала где-то в начале игры, и вы только собираете шмотки, то есть рекомендуется следующие сеты. Либо же проклятие,
так как вы повысите просто урон от взрывов, да, но тем не менее вы его повысите. Но самым лучшим выбором для вас будет просто-напросто Ночной Ужас, который повышает урон на 25% после критических ударов. То есть критический урон ее метки наносят. То есть тут не написано, что нужна какая-то базовая атака. Ночной Ужас на ней работает. Поэтому, новичок, одеваешь Ночной Ужас и как будто бы в ус не дуешь, все у тебя будет хорошо. По поводу левого обвеса, да, тушек-пушек, это у нас в принципе стандартное бедствие, дикая мощь. То есть повышаем либо атаку, либо же крит урон добираем, что вам, ну, более необходимо, да. Плюсом можно рассмотреть, если нету пока что нормальной злой мести, воеводу. Все остальное упирается в злую месть. Мало ли, может быть, ей там когда-нибудь и личную шмотку завезут, но посмотрим вообще откуда. С левого либо с правого обвеса. По артефактам. Если мы хотим наносить урон сама Изабелька, то мы одеваем руку Рока. Вот здесь сейчас как раз таки я подведу итог, почему не всегда рука Рока будет лучшим выбором. Потому что рука Рока бустит конкретно урон Изабельки. Если у нас будет огромная куча врагов, эти враги будут толстые, то смотрите, что дает ее личный артефакт. То есть он повышает урон на 35%, и после подрыва семян злобы также накладывает на врагов, получивших от них урон, 25% эффекта уязвимость физического урона на 5 секунд. То есть мы помним, что сами семена злобы также на 25% накладывают уязвимость, да, к физическому урону. Вот здесь вот у нас написано в самих семенах злобы. Но здесь ситуация следующая. Тут именно когда идет взрыв, то семена злобы накладывают на всех вокруг, кого зацепили. То есть это у нас будет важно и нужно. К примеру, если не только Изабель наносит урон, а еще кто-то, чтобы она задебафала всех вокруг, так как у нас всего лишь есть 3 цели, которые могут получить семена злобы, да, мы всех не задебафаем. Но благодаря данному артефакту при окончании семян злобы у нас все вокруг будут получать уязвимость. Поэтому это больше такого саппорт формата артефакт. Не насильно много, да, если мы вспомним таблицу тестов, не насильно много у нас урон падает от вечных мук. Поэтому в принципе, если у вас будет ее личный артефакт, я бы на плюс 19 уже грейде, наверное, отказывался бы от руки Рока или же символе жнеца. Ну и теперь давайте итожить. Вечные муки, рука Рока, символ жнеца. Вот эти вот 3 артефакта для вас имеют, наверное, самую большую ценность, если вы хотите получить от данной героини максимальный профит. Давайте теперь посмотрим по активности, куда у нас данная героиня зайдет. И по рецензии самих разработчиков, это у нас вот противовоздушный урон в секунду арена. То есть сейчас вы видите на ваших экранах пачка через Юри, Йовара, Графа и Эрлана Шеня, которые справляются с нынешней метой, да, на противовоздушной арене через Гана, Гретхен и Дракулу. Давайте теперь посмотрим вот такую вот пачку, как вы видите. Изабель, Гретхен, Граф Дракула и Валара. То есть здесь у меня будет беспробудная версия, да, Изабельки, чтобы посмотреть. У Сереги здесь 5-й Йовар, ну вообще здесь все у него 5-е. То есть Валару опционально еще можно заменить на Леди Мину и на Вару Дракуса, но это будет хуже вариант, чем вот конкретно через Валару. Здесь Изабель беспробудная. Окей, хорошо, давайте перематываем чуть-чуть. То есть вспоминаем, что у нее на арене стоимость снижена, она стоит 13 монет. Вот, пожалуйста, выпускаем Изабель, и все, она начинает кидать свои метки. Вот 2 сюда, еще 1 сюда. Взрывы пошли, детонация, все, мы первую волну отжали. Круто, классно. Теперь смотрите, выходят 2 стрекозы. Все, Юрилушка уже со всеми, видите, разобралась. А здесь мы еще пока ждем. Но здесь очень важная ситуация. Нам нужно дождаться, когда семена злобы прокнут на 2-ю стрекозу, чтобы получить уязвимость к физическому урону, да, потому что если не накинуть, то урона будет с ульты меньше, и мы просто, ну, особо не надамажим вот эту вот стрекозу. Смотрите, там он по 967 тысяч урона прилетело, и сразу скажу, что, ну, честно, она будет захлебываться на высоком БСе достаточно неплохо. То есть это уже в принципе видно, да, смотрите ситуацию. Зато 3-я волна очень прикольно, так она будет сейчас бам-бам-бам, видите, цепная молния, цепная реакция пошла. Все,
всех поубивали, все хорошо, все классно. Дальше мы выставили графа, за 1 секунду до конца волны мы ультанули, чтобы очень быстро расправиться с мобами, все хорошо. Дальше выставляется у нас Валара именно, да, мы ее потом вот назад будем отлетать. Все, рыбки выходят. И теперь ситуация следующая. Вот остались два ската, вы видели, то есть мы ультанули без семян злобы на них и не ваншотнули. А если бы она накинула на них бы сразу семена злобы, то все было бы очень даже быстренько. Все, здесь то же самое. Графом Дракулой ультуем за секунду до перехода на 6-ю волну. Все получилось, улетели. Гретхен выставляем. То есть, видите, она быстро заливается. Здесь Гретхен 5-я. Понятное дело, что если будет не 5-я, будет немножечко по-другому все это выглядеть. Все, только пошла 8-я волна, мы сразу же ультуем Гретхен. Все, мы ультанули еще и плюсом графом. И как бы все, закончили. Потому что, видите, головешка пролетела. Все, то есть битва здесь у нас закончилась. Давайте посмотрим, кто сколько надамажил. Вот, пожалуйста, эта битва была у нас в обычном повелителе. В верховном повелителе будет еще посложнее, потому что мобы будут толще. И на 2-й волне, ну там, в общем, сейчас покажу вам все. Видите, 50 лямов нанесла беспробудная Изабель. 44 ляма нанес на 5-й пробуде граф Дракула. Ну и здесь как будто бы, как вы видите, что Изабелька передамаживает 5-ю Юри и 5-го Эрлана Шеня. Достаточно неплохой результат, как считаете? Дальше уже сидел я в Верховном Повелителе, и как раз таки разработчики рекомендовали вот такую вот пачку, которая у Марка через Ситру. Я ее потестил, честно, я не рекомендую такую пачку, сейчас вам покажу почему. То есть, в принципе, вначале все выглядит плюс-минус неплохо. То есть мы выставляемся. Здесь местами, ну, у Марка на самой Изабельке шмот намного лучше, чем мой, поэтому я здесь проигрываю. Видите, вот тики посильнее идут. Все, бах, ну, здесь я выиграл. Хотя, по факту, наверное, и не во всем лучше. Но, тем не менее, я помню, что несколько волн я прям так знатно проигрывал. Давайте смотрим. То есть тут вот, пожалуйста, видите, игра как-то поувереннее у Марка себя чувствует. Но, тем не менее, сейчас мы уже перейдем к тому, почему данная пачка именно через Ситру не имеет права на существование именно на высоких рейтингах. Понятное дело, что на рейтингах пониже это все равно будет очень даже неплохое решение, но смотрите. Сейчас Марк уже будет выставлять Ситру. Я вот выставил Гретхен, все, пошла Ситра. Сейчас вот буквально, да, мы здесь проиграли, вроде бы плюс-минус нос к носу мы идем, да, здесь 72 на 78, а теперь смотрите, какая проблема. Полетели, видите? То есть Ситра отвлекается, здесь мы уже закончили, тут он головешка в фулл хп пролетела и все. Даже если бы там Изабелька накинула бы на эту головешку метку и так далее, здесь 5-я Ситра, здесь поголовно всегда такая проблема, и это 634 тысячи БС всего. Даже несмотря на то, что я нападал в Верховном, я нападал на пачку, которая настраивалась на каком-то там, на платине, да, на платине 3. Ну и вот смотрите результаты. То есть вот выставилась Ситра, и она особо вообще никакого участия не приняла, да, почти 3 миллиона урона. То есть здесь Ситра не нужна, достаточно будет Валары, если нет Валары, можно использовать Леди Мину. С Вара Дракусом сложнее, у него очень забагованный его юнит, он когда хочет ультует, когда хочет не ультует, и на автобитве все это записать достаточно проблематично. Поэтому лучшим выбором, наверное, будет все-таки Валара. Если нет Валары, можно попробовать еще Эрлана Шеня. Если нет Эрлана Шеня, то будет еще ее любимый Кайнан, можно еще попробовать его. То есть по аренке вот такого вот формата это беспробудно. То есть мы понимаем, что на первой пробуде мы будем очень жестко выигрывать первые 3 раунда, потому что у нас идет увеличение урона, когда целей мало. И на 4-й пробуде идет самый жесткий Power Spike, когда мы начинаем игнорировать защиту и просто, ну, у кого будет на 4-й пробуде Изабель, вот там вот добрый вечер. Вот это вот будут у нас топ-10 человек, которые будут сидеть на воздушке с 4-й Изабелькой. Земляне, еще одна демонстрация на арене будет, как работает 5-я пробуда самой Изабельки и также эффективность пачки через Ситру. Тест, спасибо, что напал на меня. Сейчас я вам покажу шоу-кейс.
То есть это уже бой в Апексе, то есть в верховной арене, да. То есть на меня нападают, у меня здесь все беспробудное. Давайте смотреть. То, о чем я и говорил. В начале должна, по идее, плюс-минус при равных условиях. Да, ну не могут быть равные условия, потому что у Изабель на второй пробуде плюс 300 к базовой атаке. Да, вот, пожалуйста, видите, первую волну у меня отжали. Давайте смотреть, что будет на второй волне. Давайте сравнивать именно дэмэдж. То есть, ну, честно говоря, моя Изабель просто чуть-чуть сильнее одета или что. Ну, не так уж и много мы потеряли, да. Давайте смотрим, вот у меня по 160, тут по 144. Да, я не знаю, в каком сете здесь одета Изабель, но не суть. Все, вроде бы как будто бы я уже начинаю отрываться. Все, видите, здесь мы прям очень хорошо также забираем раунд. Давайте смотреть, что будет происходить дальше. То есть, видите, по 1,5 миллиона у меня уже по ляму 483. Здесь уже идет в учет то, что у нее есть игнор защиты дополнительный, да, на 4-й пробуде. Плюсом, когда цели одни, то урона влетает больше. Теперь, как вы видите, человек заливает ярку своим героям, чтобы они чаще ультили. И за счет этого и проиграл он 7-ю волну. И здесь какая ситуация? Все, у нас вот пошла Ситра. Вроде бы как будто бы, вы видите, насколько сильная, да, просадка. Здесь объясню сразу. Здесь я проиграл не из-за того, что пачка Ситрой сильнее, а здесь я, ну, проиграл из-за того, что у меня не было возможности на нормальном сопернике настроить 9-ю волну. И вы видите, они у меня на 9-й волне ультанули в самом начале раунда, и все. Мобы вон полетели, и граф здесь ничего не сделал. Поэтому тут бы однозначно тест бы проиграл, причем с треском. Ну, не суть. Спасибо большое за эту демонстрацию. Давайте посмотрим разницу именно в уроне 5-й и не 5-й из Изабельки. Вот 75 миллионов урона против моих 60. Но у меня однозначно покрепче граф Дракула. Ну, Гретхен плюс-минус одинаково. Вот как раз таки здесь, вот видите, 15 лямов разницы. Но честно скажу, что здесь всего лишь... Давайте, наверное, посмотрим, как была одета Изабель теста. Так, ну тест не показал, в каком шмоте была одета Изабель. Здесь плюсом у нас не до грейджены ее именной артефакт. У меня он на плюс 25, но не прокачанный вот этими зелеными шмотками. Поэтому имейте в виду, то есть у вас вот есть представление, да, как это должно работать. Ну вот плюс-минус так и работает. Ты сам понял, что сказал? Ну и следующий контент это у нас ГВГ. То есть героиня сама по себе такого... PvP дизайна. Да, давайте посмотрим, как она будет работать на ГВГ. Потому что восстановление ярости, вот это ее на ГВГ, это просто сказка. Тем более, видите, пачку здесь у нас граф Дракула, Гретхен, Корнелиан. Плюсом у нас здесь еще Изабель и Ган. То есть граф Дракула будет сразу же высасывать у нас Изабельку и Гретхен. Сразу же у нас будет заливка ярости. И здесь, честно сказать, очень маленькие окна, чтобы как-то вклиниться, чтобы граф был не под ультой, чтобы была Гретхен не под ультой. Но Изабель здесь сейчас вы сами все прекрасно увидите. Здесь вот у меня вот такая вот пачка мобов. Тут я взял летунов, чтобы развести сразу же Гана на его пассивку, чтобы жопе не мешало его прокусить, когда у графа закончится ультимативная способность. Ну и в принципе здесь элементарный заспам, потому что тут... Единственное окно, это вы развели графа, и вам надо как-то пробегать. То есть вы убиваете Гана и пытаетесь пробежать. То есть здесь мы сразу же с десятки выпускаем 2 пака вертолетов. Все, вот они долетают, сюда долетают. И здесь вот пока они вот тут вот ее сейчас Изабельку разводят, она их сейчас немножечко пригвоздит. И мы на 7 монетах выпускаем жопу, а потом на 4 монетах выпускаем ей вдогонку крыс. Все, видите, летуны летят. Тикает урон что-то по 90 тысяч. Ну, слабенько на самом деле. Все, поехали. Видите, на Гане только сейчас шарик. Все, он получает пассивку, не умирает. И сейчас, когда жопа подходит, как раз таки граф вышел из ульты. Все, мы можем спокойно прокусить Гана. И сейчас, видите, граф вошел в ульту, и мы успеваем съесть Гана. Если так не... делать, то никогда в жизни никак его нельзя просто тупо скушать. Не всякими бомбами. Маги сюда подходят, их уже отсюда сразу же убивает Изабель вместе с графом. Она кидает на них обездвиживание, ну и досвидос полный.
Ну и все, теперь смотрите, какая ситуация. Нам здесь остается следующее. Видите, граф Дракула уже под ультой, и мы на 10 монетах выпускаем просто 2 пачки собак. Единственное, что у меня получилось, это пробежать данный пак на минус 20. Если бы еще чуть-чуть сильнее привязочки, хотя бы на несколько мобов сильнее, да, там уровень, к примеру, там вот здесь 12 собаки, если бы были бы 13 и 14, спокойно, наверное, бы пробежали бы, еще бы съели кого-то. Ну и все, и дальше уже ничего тут не попишешь, потому что выпуская палача с плохой привязкой, он буквально просто за одну ульту графа Дракула умирает дважды, и жопа, когда доходит, там уже опять ультимативные способности у графа, и как бы приехали. Ну давайте на это посмотрим, потому что это нужно видеть, насколько сильно заливается ярость. Тут у нас влияет эта ярость, вот смотрите, видите, граф, все, встает палач, мы опять его убиваем. Все, получили замедло, видите, и как бы, здрасте, жопа получила тычку залетную от графа, 5 секунд под антиисцелением, и как будто бы добрый вечер. А теперь давайте смотреть урон. Всего лишь 12 миллионов урона, и здесь, видите, 45 лямов нанесла Гретхен, ну, честно говоря, она здесь 5-я, да, и 34 ляма здесь урона у нас нанес сам граф Дракула. Поэтому здесь больше ее роль такого саппорта, да, с небольшими такими дебафами, плюсом заливка ярости и обездвиживание. Сама по себе в целом беспробудная, урон она вам не покажет. Короче, земляне, и финальная точка по поводу ГВГ и того, что я говорил до этого насчет 5-й пробуды, что вау, ГВГшеры будете охотиться. Я не знаю, либо если разработчики не изменят механику того, как вообще работают вот эти все летальные уроны или нелетальные, то как будто бы и в 5-й ее пробуде смысла нету. У нас все элитные мобы и боссы именно на ГВГ, у них такой шлем возле ХП, да, и большой ХП бар. То есть, если девочки, к примеру, не считаются элитными мобами, они могут как раз таки умереть, да. Но вот, к примеру, забойщики, к примеру, та же жопа и остальные мобы, они не умрут от 5-й пробуды. В общем, сейчас я вам еще кое-что покажу. Смотрите ситуацию. То есть, если герой может получить летальный урон буквально там за пару тычек, проигнорировав любые механики своих пассивок, то она не спасает. Вот смотрите, давайте пускаем сразу же девочек. Девочки у нас не элита, сейчас мы уроним Гана, он успевает с девочками войти в свою пассивку, у него здесь останется буквально там мало хп, здесь у них достаточно хорошая привязка, чтобы они жили и не скисли от ее вот этой базовой, не базовой атаки. Да, видите, все, вот Ган стоит, живой, все хорошо, все, есть, все умерли, выпускаем еще девочек, видите, Ган на одну тычку, да, но они его не убьют. Смотрим, я не знаю, может быть, как раз таки элита и игнорируют какие-то вот такие вот механики. Но вот смотрите, девочки сейчас Гана не убьют. То есть они к нему подходят. Сейчас будет тычка. Ляп, видите? Все, она их обездвижила. Здесь все равно убили. У меня до этого получалось сделать так, чтобы Ган выжил. Хорошо, ладно. Сейчас мы еще к этому вернемся. Смотрите. Теперь по поводу того, базовая или не базовая атака. Я вот выпускаю тамплиера, поджигателя, да, и выпускаю лучника. Сейчас она начнет накидывать на них свою вот эту метку. Все, пожалуйста, смотрите, она кидает, и они ее игнорируют. То есть она не будет получать никакого дэмэджа от них абсолютно, да, вот видите, все. Бах, она не поджигается, поэтому то, что срабатывает коготь скверный, опять же, куча вопросов. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Смотрите, я выпускаю забойщиков, они считаются элитными. Вот сейчас они подойдут, у них будет шлем и большой хп бар. Смотрите, вот по сравнению с девочками, да, вот видите, у них большое хп. И смотрите, что произойдет с Ганом. Ну, все, кто играет в ГВГ, знают, что с ним произойдет. Вот видите, пассивка прокает, бах, и они убивают его сквозь пассивку. Его не спасает Изабель, не захиливает, и никто из них не умирает. Вот, от таких вот мобов как раз таки вообще ничего не работает. Даже с Эйрлис, к примеру, если жопа достаточно неплохо забафана, она просто игнорирует все механики спасания
да, спасение от смерти. И все, смотрите, сейчас она сделает раз, кусь, два, дабл кусь прокнул, все, Гана нет. Как с этим играть, непонятно, если честно. В этой сессии у меня уже, наверное, не получится. Давайте я перезайду. Сейчас постараюсь вам поймать тот момент, когда Ган вот именно захилится от девочек и сможет выжить благодаря пятой пробуде. Давайте сделаем чуть-чуть ниже привязку девочкам, чтобы, может быть, они быстрее первый раз умерли. Все, выпускаю. Здесь просто это важно понимать, потому что героиня больше всего именно в этих двух контентах себя очень хорошо показывает. И нам именно здесь важно разобраться, насколько эффективно и с чем именно она работает. Потому что беспробудная версия, вообще никаких претензий к ней нету. Дебафает, обездвиживает, хорошая лидерка, все классно, все круто. Но вот по поводу механик работы пятой пробуды очень много вопросов. Вот видите, все, сейчас девочки умирают. Давайте, поехали, выпускаем следующий пак. Ган как раз на лоу хп. Все хорошо, все классно. Я надеюсь, сейчас получится вам это продемонстрировать, потому что, ну, один раз поймал, больше не ловил. Вот смотрите, сейчас будет тычка, раз, два. Все, видите, вот она спасла, захилилась. Одна девочка сдохла, вторая девочка вот живая. Все, сейчас она его убьет. Ну вот как-то так это работает. Ну, честно, никто девочками сейчас не играет. Все играют вот такими мобами, все играют там, где можно использовать лучников. Если кого-то можно поджечь, играют тамплиерами. Ну а в целом все остальные мобы плюс-минус это элита. Поэтому как будто бы, что будет у вас пятая пробуда, что не будет, вы все видите на ваших экранах. Так, земляне, чтобы не показывать вам весь бой на матрице, вот сейчас как раз таки мы идем, смотрите, 3-я минута, 190 стаков. Это мы сейчас под лидеркой Изабель. Изабель здесь на пятой пробуде, танк у нас Ган. Как вы видите, Изабель нанесла чуть-чуть больше, чем первая леди Мина. То есть, видим, Ардея, Гуань тут плюс-минус в одном диапазоне идут. У меня здесь уже начинают умирать герои, потому что 200 стаков на 3-й минуте. И, честно сказать, ну, достаточно сложновато будет под нее собрать пачку, потому что очень много гонит стаков. Ультовать желательно, наверное, именно только в пак. Тут, видите, все, уже уехал Ган. Такая вот ситуация происходит. Понятное дело, что можно что-то где-то подогнать, подобрать, поставить хила и так далее, но это уже будет совершенно, ну, немножко не то, да. Ну, судя по тому, что на 3-й минуте у нас там было 55, если бы мы выжили, это было бы где-то 100 с копейками, да. Но, тем не менее, сама по себе Изабелька, вот видите, 385 миллионов. То есть, ну, она бьет в 2 раза хуже, чем 5-я Кира. Она здесь больше как дебафер, если особенно у нас будет ее личный артефакт, да. И больше как залив ярости для команды. Но смотрите, какая ситуация. На матрице залив ярости для команды, ну, особенно для каких-то хаоситов, ну, не сказать, что прям очень нужен, да. То есть мы в основном ультуем в пакт. У нас от пакта до пакта вот такая вот куча времени залиться, от 40 до 50 секунд. И поэтому, ну, как будто бы она здесь просто, ну, не нужна. Это неплохая опция, если у вас вообще в целом нечем играть, да. У вас есть хаоситы, у вас есть там Ардея, у вас нету никаких ни странников, ни нормального севера, ни нормальных там, кто у нас еще может поиграть, нормальных судей нету, да. Вы можете себе построить пачку через Изабель. Но, честно говоря, в сухом остатке очень сложно под нее, нужны точечные герои. Напишите, кстати, в комментариях, если хочется какую-то нормально работающую пачку через Изабель. Я постараюсь что-то накидать и сделать уже, наверное, отдельным роликом, потому что сам по себе шоу-кейс, но вы видите, то есть героиня гонит стаки за счет своей лидерки, и в целом то, что, ну, герои чаще ультуют, Ардея чаще входит в ульту. Условно говоря, да, Дурза у нас вообще стоит, отдыхает. Поэтому такая вот ситуация. Земляне, демонстрация 3-го рейда 24-го этажа будет происходить без моих комментариев, потому что в некоторых видео просили показывать проходки, да, если вдруг они какие-то такие специфические, то сейчас вашему вниманию Изабель на 3-м рейде.
Тут есть еще один прикол. Если близко подпустить к Изабель моба и он умрет рядом с ней, то можно метку перекинуть на крайнего правого моба, и тем самым вы сможете его задержать. Вдруг вам там нужно будет его на месте подержать, чтобы условная Ситра его убила. Ну, вот такие вот результаты могут быть на третьем рейде 24 этап. Беспробудная Изабель. Да, здесь на третьей пробуде Ситра, но в целом хаоситы на третьем рейде теперь очень даже неплохо поиграют. У нас достаточно много героев, которых можно поменять вместо вот этих, что вы увидели. Но 104 миллиона урона беспробудная. Да, понятное дело, что здесь ее именной артефакт есть. Но это достаточно мощная заявочка на то, чтобы дать билетик хаоситам именно фракции, да. Здесь Ситра под хаоситами, не под странниками. Это дает нам возможность добавить, если вдруг у нас слоты какие-то, да, там не хватает слотов, мы можем взять к странникам еще кого-то, да, и вот, пожалуйста, Ситру перекинуть, и под хаоситами будет чувствовать себя не хуже, чем под странниками. Да, в конце пропустила одного моба. Я думаю, если бы была бы под странниками, урона бы ей однозначно хватило, но тем не менее заливалась быстрее, я там мог ультануть. Я, честно говоря, вообще не ожидал, что пройду. И зазевался, смотрел на Акиру и не увидел, что Ситра не справилась. Но в целом третий рейд однозначно лайкос. Давайте теперь пообщаемся, в каком еще контенте чисто теоретически, да, вот именно устно может зайти Изабель. Давайте открывать. Рейд для снаряжения 1. Ну, честно сказать, хаоситы в целом там так себе играют, потому что они сами себе разбивают лицо. Она будет стоять, будет скисать от вонючек, которые выходят, да, и в радиусе все дамажат. Я думаю, что, ну, просто она здесь не нужна. Так же, как и для рейда для снаряжения 2, потому что босс там очень часто топает об землю, очень много урона вносит, там даже хилов нужно одевать в танков плюс-минус, поэтому тоже мимо. Рейд для снаряжения 3... однозначно лайкос, стопудовый. Драконова пати. До бездны, ну то есть бездну мы не включаем, можно смело брать. Хаоситы играют на обычном драконе, на кошмарном, на 4-м. Спокойно берите ее туда. Будет заливать ярку всем вашим хаоситам. Может, у вас там есть всякие саргаки, корнелианы, вальдероны. Вот это все туда, это все с кайфом пойдет. Руины титанов на матрицу, опять же, повторюсь, вы вольны дать знать в комментариях, собрать ли через нее какую-нибудь пачку интересную, потому что не хватает времени. 4 героя, всех потестить, за всех героев все придумать сразу. Честно, реально времени не хватает.
Насчет Симраха, в целом можно тоже играть хаоситами там. Серега хорошо принимает камни, Вальдерон хорошо бьет, Саргак тоже хорошо бьет, тем более сам Симрах не сказать, чтобы часто бьет, да, плюсом можно брать туда Досоми, который будет яды снимать, да, с 3-й фазы, которая отравляет. Башня обмана вообще везде вижу, вообще суперская, огромнейшая ренджа. Она будет рутить очень часто, много залива ярости. Она очень часто ультует, кидает все вот эти свои метки по всей карте, как вы видели на 3-м рейде, да. Поэтому однозначно вплоть до самых конечных этапов мы там будем видеть Изабель. Чертоги иллюзии Малрика, честно сказать, не везде зайдет, но в целом играть можно. Там брать Ардею, ставить ее где-то наверх, чтобы она фокусила какие-то цели, возможно, снизу. Она будет еще плюсом их всех казнить, вот этих джедаев, которые с мечами выходят, да. Ну и на обсидианках вообще с ее рейнджой она будет покрывать сразу же 2 линии, то есть мы ее ставим слева, вот давайте зайдем в обсидианку, в любую, просто чисто чтобы карту посмотреть, проще было объяснять, да. Вот, пожалуйста, карта, смотрим, то есть мы ее где-то вот тут ставим, вот тут, и она сразу же 2 линии покрывает, то есть будет здесь бить и будет тут обездвиживать, поэтому на обсидианках вообще прям за глаза залетит, зайдет и еще подпевать будет на этих данжах, поэтому однозначно здесь тоже лайкос. Подземелье для снаряжения 1 однозначно не зайдет, там нужен магический урон, Изабель бьет физой, поэтому мимо. Подземелье снаряжения 2, да, вот там вот снизу, там где идут мобы, там где идет еще и вот эта вот разлагающаяся гарпия, ее можно, наверное, даже постараться, если мы поставим Изабель, она ее там зарутит, ультанет и убьет, и даже отталкиватели не нужны будут до 10-го этапа. Подземелье снаряжения 3, честно сказать, ну, как лидерку можно взять, да, там, если, условно говоря, под конец уже, когда босс перестанет дамажить, да, то есть перестанет ауешки свои кидать, где-то выставить кому-то помочь вместо гана, опционально можно, но не сказать, чтобы в целом нужно. И без нее хаоситы там играют, это если у вас вообще нет никакого лорда под графа, да, под какого-нибудь, который там играет, то можно ее брать, естественно. Арена одиночная цель. Честно сказать, надо потестить, вот именно соло-арену я еще не трогал, вместо какого-нибудь там Вальдерона, да, так как Серега у нас все равно танчит, будет заливать она ему чаще ярку, да и не только ему, там каким-нибудь ситром. Можно потестить, посмотреть, но, честно скажу, наверное, больше нет, чем да, хотя уверен, могу ошибаться. Прям вот если по поводу арены массовой вообще мимо, потому что там она просто захлебывается, ну, урона нету, и в целом всегда ежики подбегают, нам там всегда габела, то есть брать какую-нибудь условную эйрлист, туда все будут стоять full хп, и в этом нет никакого абсолютно смысла. Война гильдии однозначно лайк, очень противная, очень сложно подбирать тайминги, нужно сидеть реально тестить по пару часов, чтобы хотя бы даже на минус 20 пробивать такие пачки. Но в целом однозначно увидим ее на ГВГ. Вот по поводу 5-й пробуды у меня вопросы, стоит ли ее вообще такую ей оставлять, потому что либо нужно как-то перерабатывать саму механику вот этих вот ваншотов именно на ГВГ, да, что просто демон-солдат подходит и игнорирует все, что есть. Эйрлис, пошла нафиг. Ган, иди нафиг. 5-я пробуда Изабель, вообще пофиг. Поэтому здесь вот по поводу 5-й пробуды, честно, очень много вопросов. Рейд для материалов и артефактов. Ну, в целом, выгуливать каких-нибудь саргаков, ситер и ее можно. Ее по центру ставим. Мобов, в принципе, обездвиживаем. Может быть, еще какую-нибудь леди Мину или еще кого-нибудь докидываем. А саргак с ситрой разбирают босса там каждые 20%. Опционально, да, я думаю, это имеет место быть. Кодекс бессмертных, вот там вот, где мы берем табуретку, я думаю, что вместо Ингрид спокойно зайдет Изабель, будет рыбок обездвиживать, будет всегда их дамажить, вот этими цепными реакциями все вот это долбить. Очень, почему бы даже и нет. Разлом пустоты 100%, да, испытание фракции еще предстоит изучить как раз таки в воскресенье. Должны открыть, можно будет посмотреть.
прилив сил вы видели ее привязки? Однозначно да. Сама по себе даже как привязка на ГВГ зайдет. Рейд для опыта, рейд для золота, ну как будто бы почему бы и нет. Ну и, земляне, давайте теперь финальную оценку постараюсь ей поставить. По предварительным таким впечатлениям о данной героине, она в балансе, она очень сбалансирована. Это не просто супер жесткая какая-то имба. Даже несмотря на то, что у нее вот этот ее вот радиус базовой атаки и ультимативной способности такой вот прям высокий, но в целом у нее низкая интервалка, она периодически дамажит, очень часто ультует, но в среднем ничего прям такого жесткого, что сидишь и смотришь, что это сломанный герой, нету. Я бы ей беспробудной, наверное, поставил бы даже где-то 7 баллов, потому что ну, типа, она играет вот на воздушке, очень хорошо впечатляет, да, а в остальном контенте, там, третий рейд, ну, что, мало героев и без нее третий рейд так-то проходит, 2 контента, ну и ГВГ, да, 3 контента из всего, что у нас есть, где она прям ультра топ. Я считаю, что 7 для такого лорда с ее привязкой и так далее, это очень сильно. Но вот по поводу пробуд, даже на 5-й пробуде я бы, наверное, обоценил ее на 8. Потому что из всех пробуд самая сильная у нее это 4-я. И вот именно за счет того, что она очень пробудозависимая, она получает не 9, да, там, к примеру, а 8. Я считаю, что 7-8 для данной героини это супер оценка, потому что если мы возьмем, к примеру, даже того же какого-нибудь Ригара или же какую-нибудь Деми, то вот у них там где-то 6-7 это вот самые финальные значения, а эти герои сильные на самом деле и много где играют. И если прям судить, что вроде бы, да, слышится, что 7-8 как-то звучит слабенько, нет, это достаточно сильная оценка, потому что оценка 10 это герой сломанный, который нагибает везде, куда ни поставь. На матрице она посредственная, да, то есть если у нас приходят какие-то лучшие альтернативы, мы смело от нее отказываемся. Ну а где-нибудь опционально ее просто можно использовать, потому что, к примеру, у вас нету каких-то более узкопрофильных, но более эффективных, чем она, героев. Земляне, ну вот такие вот первоначальные тесты на данную героиню по имени Изабель. Пишите в комментариях, как вам она, где вам она понравилась, где вам не понравилась. И также дайте знать, где бы вы хотели еще ее увидеть. Сниму отдельные ролики, посмотрим, проанализируем, что да как она умеет. Мне в целом данная героиня понравилась, буду я ее призывать, будем еще на глобале ее раскрывать. Я уверен, что у нее еще огромная куча потенциала, поэтому ее оценка с 7-8 смело может где-то повыситься до 9 точно. Ну, как говорится, выйдет и посмотрим. Не забывайте поставить лайк данному видосу, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и также поделиться данным видео с друзьями и сокланами. Пусть также будут в курсе, на что будет способна новая лордиха, и копить на нее осколки и открываться. Ну а меня зовут Планета, и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.